Амазонку давно называют одним из самых опасных мест на нашей планете. Ведь именно там водится огромное количество опасных существ, рандеву с которыми не предвещает ничего хорошего. Но не только тропические леса несут в себе потенциальную угрозу, но и воды самой реки. Привет, вы на канале НСК Шоу. И сегодня я сделал для вас подборку самых смертоносных монстров Амазонки. Поэтому, досмотрев видео до конца, хорошенько подумайте, прежде чем отправляться туда в путешествие. Черный кайман. На самом деле черный кайман напоминает аллигатора, который сильно раскачался на стероидах. Этот монстр является довольно крупным крокодилом, который способен вырасти до 6 метров в длину. Также он отличается тем, что имеет более крупный и увесистый череп. И в амазонских водах находится на вершине пищевой цепочки. Что это значит, спросите вы? Все просто. Черный кайман царствует в реке и ест практически все, что только может попасть ему в пасть. Например, окуни, пираньи, обезьяны, олени и даже анаконды. И бесспорно, он также нападает на людей, и это не редкость. Охотится эта хладнокровная рептилия исключительно в ночное время суток, предпочитая нападать из засады. Мало того, они действительно очень умные животные, ведь способны подолгу выжидать свою жертву, наблюдать за ней, а атакуют черные кайманы лишь тогда, когда абсолютно уверены в своих силах. Я думаю, с таким речным чудовищем вряд ли бы кому-то из вас хотелось бы столкнуться один на один. Зеленая анаконда. Не так давно камеры наблюдения одного пролетающего вертолета смогли зафиксировать в реке Амазонки огромную змею, которая не была похожа ни на одну известную ныне. Когда фото разлетелось по сети, многие говорили, что это фейк. Так или иначе, местным жителям и туристам теперь стоит опасаться находиться в этой местности. Конечно, можно предположить, что этим гигантским чудовищем была зеленая анаконда. Вес такой самки может достигать примерно 250 килограмм. И это при 9-метровой длине. Интересно то, что это не ядовитые змеи. Однако в качестве их оружия выступает невероятная мускульная сила. Они мертвой хваткой сжимают свою жертву и душат ее. В основном зеленые анаконды питаются капибару, оленями и ягуарами. Еще хотелось бы отметить, что этому хищнику по душе приходится именно мелководье, которое дает ему возможность скрытно подкрадываться к собственной добыче. И кстати, в основном зеленые анаконды обитают не в главном русле Амазонки, а в ее притоках. Электрический угорь. По правде говоря, электрического угря правильнее отнести к сомам, нежели к угрям. Однако этот факт, полагаю, мало что меняет в вашем отношении к подобным животным. Они достигают размеров в 2,5 метра. Немало, правда? И еще электрические угри отличаются тем, что могут генерировать заряды электричества при помощи специальных клеток, которые называются электроцитами и расположены по бокам туловища. Только представьте себе, эти разряды способны достигать рекордные 600 вольт. Для сравнения, этого вполне хватит для того, чтобы подкосить и повалить большого жеребца. Для среднестатистического человека этот разряд, конечно же, не является смертельным, но вот множественные разряды вполне способны привести к коллапсу в работе сердца и легких. Поэтому люди обычно тонут именно из-за полученного шока. Вот такую опасность и несет электрический угорь для человека. По статистике, большая часть людских исчезновений, которые были зафиксированы в Амазонии, принято связывать именно с угрями. К огромному для нас счастью, этот вид угря склонен придерживаться особого рациона, который состоит из амфибий, рыб, а также мелких птиц. Ядовитая лягушка. На самом деле, на территории Амазонии водится далеко не один вид лягушек, которые способны убить вас лишь от одного прикосновения к ним. Вот, например, едва ли не самая красивая лягушка из рода Ранитомея, но не менее ядовитая, чем ее близкие родственники. По виду такое существо легко спутать с какой-нибудь красивой красочной игрушкой. Но это совсем не так. Эти тропические красавицы встречаются в бассейне Амазонки.
а если точнее, то на западе Колумбии. Также они водятся в восточных предгорьях Анд в Эквадоре и Перу. Ну и что я должен вам сказать? Не верьте красивому внешнему виду этих существ. И помните, что любое неверное движение способно сделать непоправимое. Хотя знаете, что совсем удивительно и необычно? Ученые после долгих исследований сделали такое заключение, что абсолютно у всех древолазов есть единственный противник во всем мире. Им оказался обыкновенный уж, который никак не реагирует на их яд. Правда это или нет, остается только верить ученым. Но встречаться с этими лягушками в реальной жизни, думаю, не хотелось бы никому. Акула-бык. Несмотря на то, что животные, которые обитают в океане, просто не могут находиться в пресной воде, все же есть один представитель фауны, кому это удается. И это акула-бык, или же тупорылая акула. На самом деле они прекрасно чувствуют себя, как в речной, так и в морской воде. Причем интересен тот факт, что их частенько обнаруживали далеко в глубинах Амазонки, почти на расстоянии 4500 километров от моря. И на мой взгляд это удивительно. Так происходит благодаря тому, что эти акулы-быки обладают особыми почками, которые могут распознавать разницу в солености и, соответственно, адаптироваться к окружающим условиям. Эти особи могут вырасти чуть более 3 метров и весить примерно 300 килограмм. А вот зубами треугольной формы и невероятно сильными челюстями они совершенно не отличаются от других представителей своего семейства. Они могут сжимать свои зубы с силой примерно в 600 килограмм. Я еще хочу добавить, что этот вид акул особенно недружелюбен по отношению к людям, так как они входят в тройку существ, которые наиболее часто атакуют человека. Мало того, из-за их привычки плавать неподалеку от густонаселенных районов, большинство специалистов называют их самыми смертоносными акулами в нашем мире. Пираньи. Это громкое слово несет в себе настоящий ужас реки Амазонка. По правде говоря, этого существа боятся настолько сильно, что оно стало вдохновением для многих сомнительных кинолент Голливуда. На самом же деле обычная краснобрюхая пиранья употребляет в пищу лишь падаль. Однако это совершенно не значит, что они не трогают остальных живых существ. Мало того, пираньи могут вырасти до 30 сантиметров в длину и плавают в основном в составе больших групп. Они обладают довольно острыми зубами, которые встроены в один ряд на каждой из своих мощных нижних и верхних челюстей. Эти так называемые зубы-ножи способны сжиматься с невероятной силой. Именно поэтому пираньи считаются идеальным оружием для разрывания и поедания плоти. На самом же деле их страшная репутация, как правило, подкреплена слухами об их безумном пиршестве, когда группа хищников окружает невезучую жертву. Тогда они обгладывают ее до костей за считанные минуты. Но знаете, что я должен вам сказать? Такие нападения, возможно, имеют место быть, но крайне редко. А происходить, если и могут, то только в результате провокации или настоящего голода. Комары. А сейчас поговорим хоть и не о речных монстрах, но одних из самых опасных и даже смертоносных. Вдоль реки Амазонка в лесных массивах вы можете встретить множество комаров и москитов. Они будут жаждать вашей крови, и от них трудно куда-либо скрыться. В этом-то и кроется основная проблема нахождения в той местности. Мало того, некоторые из них могут передавать чрезвычайно опасные заболевания, причем не только для домашнего скота, но и для человека. В их список можно внести малярию, желтую лихорадку и филяриоз. Я думаю, этого вполне достаточно, чтобы понять всю степень опасности, которую несут в себе комары и москиты. Это фактически одна из самых страшных угроз для людей, и прежде чем отправиться в путешествие на Амазонку, вам необходимо тщательно подготовиться, взяв с собой все самое нужное, различные средства, подходящую одежду и, конечно же, медикаменты. Арапайма. Для тех, кто не знает, арапайма – это крупная рыба, которая обитает в разных водоемах, в том числе и в Амазонке. Фактически, это огромные плотоядные рыбы, которые усеяны бронированными чешуйками.
Им, например, совершенно не страшны пираньи, которые водятся по соседству. Ведь они сами по себе достаточно проворные хищники, поедающие другую рыбу и даже случайно проплывающую птицу. В основном арапаймы плавают у поверхности воды, так как им нужно дышать обычным воздухом, а также получать кислород из воды при помощи своих жабр. Примечательно, но они делают характерный кашель, когда появляются на поверхности. В такие моменты это существо становится невероятно уязвимым для людей-охотников, которые могут с легкостью атаковать гарпунами. Взрослая особь такой рыбы может достигать около 2,5 метров в длину и весить до 100 килограмм. Но хочу отметить, что для человека арапаймы достаточно опасны, поскольку даже их язык усеян острыми зубами, поэтому шутки с ними плохи. Гигантская выдра. Само название говорит о том, что эти животные имеют невероятно большие размеры. Правда, так оно и есть. Выдры-амазонки – самые длинные представители из 13 видов выдр, существующих на нашей планете. Только представьте, взрослые особи способны вырасти порядка до 2 метров. Действительно, настоящие гиганты. Эти животные очень часто издают 9 абсолютно разных звуковых сигналов, что звучит очень громко. В рацион этих выдр входят крабы и рыба, которых они отлавливают в составе семейных групп от 2 до 7 особей. И вот такой вопрос. Как думаете, сколько одно такое существо может съедать ежедневно? Да, вы подумали правильно. До 4 килограммов морепродуктов. И это действительно впечатляет. И если вам на миг показалось, что их мордочки очень даже милые, то вы заблуждаетесь. Они по праву занимают свое место в сегодняшней подборке, так как было замечено, что в группах эти выдры могут расправляться и поедать даже анаконд. Как вам такое? Также они могут стать достойным противником черному кайману и даже порою дают ему серьезный отпор. И хоть их численность снижается, по большей части из-за человеческой деятельности, они являются одними из самых продвинутых хищников в тропическом лесу Амазонии. В конце лишь хочу отметить, что если вы собираетесь в Амазонку, постарайтесь взвесить все за и против. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео, ну и конечно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока.